Привет, с вами Канаозеро с обзором самого популярного лодочного мотора Парсун для небольших лодок Парсун T26C BMS. Для начала давайте выясним, что же делает этот мотор таким популярным. Это самая недорогая модель с такой мощностью, поэтому она доступна практически каждому. Надежность, которая подтверждается 3-летней гарантией. Компактность и небольшой вес. Мотор легко переносится в руках и помещается в багажнике автомобиля. Универсальность. Мотор подходит как для рыбалки, так и для охоты или отдыха. Простота обслуживания и эксплуатации. Водяное охлаждение для защиты двигателя от перегрева. Этот малыш используется как основной мотор на небольших надувных и пластиковых лодках длиной до 3 метров. Также он успешно применяется для троллинговой рыбалки. Характеристики мотора. Мощность 2,6 лошадиной силы или 1,9 кВт. Тип двигателя двухтактный. Система зажигания TCI. Обороты мотора на холостом ходу от 1100 до 1200 оборотов в минуту. Максимальные обороты мотора 4,5-5,5 тысяч оборотов в минуту. Количество передач 1, передняя. Максимальный расход топлива 1,5 литра в час. Емкость встроенного топливного бака 1,2 литра. Охлаждение водяное. Длина румпеля 40 см. Вес мотора 9,8 кг. Благодаря встроенной трещотке оно поворачивается с ощутимым усилием. Кольцо фиксируется в выбранном положении и не будет поворачиваться под действием вибраций. Мотор будет поддерживать заданную скорость. На передней стороне мотора выведены рычаг подсоса. При его открытии в двигатель поступает обогащенная топливная смесь. Кнопка остановки мотора, на которую крепится чека безопасности. Чтобы заглушить мотор, достаточно нажать на кнопку или выдернуть чеку, и он перестанет работать. Ручка ручного стартера. Рычаг с правой стороны мотора открывает и закрывает краник подачи топлива. На верхней стороне располагается крышка бензобака с воздушным винтом. Этот винт должен быть открыт во время движения, чтобы в бак поступал воздух и в нем не создавалось разрежение. Также он открывается во время хранения, чтобы из бака могли выходить пары бензина. Во время транспортировки мотора воздушный винт закрывается, чтобы из бака не вытекал бензин. Мотор работает на топливной смеси. Для ее приготовления на литр бензина добавляется 20 мл моторного масла. Во время обкатки мотора используется смесь с повышенным содержанием масла. В этом случае в литр бензина добавляется 40 мл масла для двухтактных двигателей. Кстати, рекомендуем сразу купить масло для двухтактных лодочных моторов TCW3 и канистру. Ссылку на них вы найдете в описании под этим видео. Итак, топливную смесь мы уже приготовили, и теперь самое время протестировать этот мотор. Испытывать мотор мы будем на 3 лодках, 2 из которых это Парсун PR300 и PR340 с аэрдеком высокого давления. Третья лодка это Bark 250 ND. И начнем мы с 3-метрового Парсуна. Устанавливаем мотор с трубцинами на транец. Затягивать их нужно сильно, чтобы они не раскрутились во время движения от вибрации. Аккуратно открываем крышку бензобака. Заливаем топливную смесь. И закручиваем ее. Готово. Перед тем, как запустить мотор, открываем воздушный винт. Если этого не сделать, то мотор может заглохнуть или вовсе не завестись. Следующее, что нам нужно сделать, это открыть топливный краник. Затем устанавливаем чеку безопасности под кнопку выключения мотора. Если мотор холодный, как у нас сейчас, вытягиваем ручку подсоса. Добавляем немного газа, дергаем за ручку ручного стартера и переводим подсос в исходное положение. Завелся с первого раза! Дадим мотору поработать несколько минут, пока он прогреется. По ходу убеждаемся, что из контрольки течет вода, а это значит, что охлаждение работает. Обратите внимание, отсутствие струи из контрольки может говорить о неполадках в системе охлаждения, а это может привести к перегреву и поломке двигателя. Теперь проверим, на что способен этот мотор. Максимальная скорость 13-14 км в час. Для моторов 2,6 лошадиные силы этот результат отличный. На глиссер, конечно, не выводит, но давайте не забывать, он для этого не предназначен. А для выхода на глиссер на этой лодке вы можете поставить на нее Парсун 3,6. Ему это точно под силу. Кольцо газа в модели Парсун 2.6 менее удобное, чем румпель в моделях постарше, но в целом привыкнуть к нему можно. Мотор с этой лодкой ведет себя отлично. Благодаря аэрдеку управляется она легко и предсказуемо.
килевую устойчивость держит хорошо. Да и можно хоть гулять по ней, рыбачить. В общем, мне нравится. А теперь посмотрим, как этот мотор поведет себя на лодке Bark B250ND. Максимальная скорость 7 км в час. Максимальную скорость лодка набирает, когда мотор работает на средних оборотах. Но на максимальных оборотах лодка начинает двигаться рывками из-за того, что винт захватывает воздух из-под днища. Поэтому на такой лодке этот мотор не может раскрыть весь свой потенциал. Но такой скорости для рыбалки и отдыха вполне достаточно. Ну и последний тест у нас будет на лодке Parsun с таким же аэродеком, как и в первом тесте. Только единственное отличие между ними в том, что у этой лодки длина 3 метра 40 сантиметров. Максимальная скорость 12 километров в час. Удивительно, ведь лодка длиннее и тяжелее. Скажем пару слов об управлении этим мотором. У него всего одна передача, передняя, а сам он вращается на 360 градусов. Одна передача повышает надежность мотора из-за простоты конструкции. Для движения назад разворачиваем мотор и перекидываем румпель. При повороте мотора скоба на его стойке входит в зацепление с опорной пластиной. Винт не будет выталкивать из воды, и лодка может двигаться задним ходом. А чтобы снова начать движение вперед, повторите действие в обратном порядке. Перед тем, как снять мотор с лодки, необходимо выработать остатки топлива в карбюраторе и шлангах. Для этого лучше всего за 50-100 метров до берега перекрыть топливный краник. Когда мы подойдем к берегу, топлива в системе уже не будет, и мотор заглохнет сам собой. Если вы перевозите мотор в багажнике, то при закрытом кранике топливо не будет вытекать. При подходе к берегу перекрываем воздушный краник и поднимаем мотор из воды, чтобы не повредить винт. Давайте отправимся в студию и посмотрим, как устроен этот мотор. Чтобы добраться до внутренности мотора, отстегиваем защелки и снимаем крышку. Ее еще часто называют капотом. Сразу обращаем внимание, что под крышкой есть по две запасные шпонки и шпильки. В случае необходимости замены винта они всегда будут под рукой. Выхлопные газы двигателя отводятся в воду под антикавитационную пластину. Такой выхлоп снижает уровень шума по сравнению с моторами, в которых газы выбрасываются в воздух. У мотора эффективное водяное охлаждение, поддерживающее его температуру в оптимальном диапазоне при любых оборотах двигателя. Вода поступает в систему через окна забора воды и затем подается на двигатель. Нагретая вода частично отводится через контрольку, а частично под воду. Важно, если вы эксплуатируете мотор в морской воде, обязательно промывайте систему охлаждения пресной водой после каждого использования. Это позволит избежать образования солевых отложений. Для предотвращения коррозии внутренних поверхностей системы охлаждения они оцинкованы. Металлические части корпуса мотора и стойки производятся из устойчивого к коррозии алюминия. Антикавитационная плита служит для предотвращения подсоса винтом воздуха и, как следствие, снижения мощности и скорости движения. Два закрытых винтами отверстия на корпусе редуктора предназначены для заливки и замены трансмиссионного масла. Мотор комплектуется трехлопастным алюминиевым винтом диаметром 7,25 дюйма и шагом в 5 дюймов. Защита редуктора от поломки при столкновении винта с дном осуществляется с помощью срезной шпонки. Киль в нижней части мотора служит для защиты лопастей винта от столкновения с дном и их повреждения. Итак, если у вас небольшая надувная или пластиковая лодка, то мотор Parsun 2.6C BMS – это хороший выбор. Надежный, легкий и, что немаловажно, недорогой двухтактный мотор, который обеспечит уверенное движение. Мотор при должном уходе будет служить вам многие годы. Добавляю немного газа, дергаю за ручку ручного стартера, перевожу отсос в исходное положение. Отсос. А что? Подсос. В карбюраторе и шлангах. Для этого лучше... Волна, которая захлестывает через борт. Я сдаюсь, блядь. Дадим мотору поработать несколько минут, пока он прогреется. Реверс! Понравился наш обзор? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. В комментариях задавайте вопросы и делитесь своим опытом использования этого мотора. Ну и как всегда, до встречи на озере!